Сегодня в видео я вам расскажу, как бюджетно на 5 дней из Стамбула слетать отдохнуть на южное побережье Турции. За короткий отдых мы посетим несколько городов – Анталию, Алю-Денис, Каш и Кемер. Прошу всех на борт. Рейс Стамбул-Анталия. Летели авиакомпания Turkish Airlines, билет $100 на человека в две стороны. Были билеты за $60 в две стороны авиакомпания Pegasus, но вылет из более неудобного для нас аэропорта. Вы выбираете, как удобно вам. Подлетая к Анталии, из иллюминатора было видно весь город, море и, конечно, знаменитые Дюденские водопады. Прямо в аэропорту берем на прокат машину, цена на 5 дней $170, но благодаря кэшбэк-сервису, ссылка на который в описании, $20 вернулись в качестве кэшбэка. Машину бронировали заранее через сервис Rental Car. Машину снимали со всех сторон, это моя рекомендация, чтобы при сдаче машины обратно не было проблем из-за скола на стекле или трещины на бампере. Я это делал, несмотря на то, что брал машину с полной максимальной страховкой. Так как самолеты летают практически каждый час, мы подобрали рейс и прилетели в 9 утра. Сразу взяв авто, стартуем и едем из Анталии в Алю-Денис по нашему эксклюзивному маршруту. Ведь большинство едут по навигатору, который ведет самым коротким и быстрым маршрутом. Да, вы экономите 20-30 километров, пару литров бензина и час времени, но теряете такие замечательные пейзажи. Я лично получаю колоссальное удовольствие от самой дороги, по которой ехать очень приятно, много мест, где можно остановиться для пикника или просто пофоткаться в очень красивых местах. Оцените несколько диких пляжей, где мы остановились просто подышать воздухом и сделать несколько фото. Обычно, когда у нас больше времени, мы останавливаемся в таких бухтах, чтобы отдохнуть и искупаться. Перед Алю-Денис мы поехали сложным маршрутом через горы. Google навигатор вас так не проведет, будет постоянно требовать развернуться, но опытных путешественников не проведешь, и мы готовы игнорировать Google, чтобы увидеть такие пейзажи. В отель приехали под вечер, остановки для фото съели много времени, поэтому быстро заселились, пошли сразу на ужин и вечером у бассейна выпили пару коктейлей и смотрели шоу-программу. Отель взяли по системе «Все включено», и алкоголь, и питание, и развлечения. На 3 ночи вышел $240. Отель находится на горе, из плюсов вокруг лес, прекрасный воздух, шикарные виды на море и горы. Из минусов до пляжа возит маршрутка. Но нам она была не нужна, ведь мы на машине, и утром мы поехали в Голубую лагуну. Это прекрасное место, где никогда не бывает шторма, нет сильных течений, не глубоко, поэтому вода всегда чистая, теплая и без волн. Вход на пляж бесплатный, парковка с легковых машин 90 лир, шезлонги 240 лир, бунгало 1000 лир. Кофе в Starbucks 90 лир, что чуть дороже, чем везде. Пиво в среднем 120 лир, пицца 250-300 лир. Вечером в отеле мы встретили закат, поужинали и снова пошли к бассейну выпить по коктейлю и посмотреть шоу-программу «Огненное шоу».
Третий день прошел точно так же, проснулись, позавтракали, поехали на пляж, вечером коктейли и шоу-программа. На четвертый день выселились из отеля сразу после завтрака и поехали в сторону Анталии, снова по прекрасной дороге вдоль моря. По пути остановились искупаться на пляже Капуташ. Это довольно знаменитый пляж недалеко от города Каш. Его так раскрутили, что обычно на нем очень много туристов, и мы пропускаем его. Но в этот раз отдыхающих на пляже было мало, и мы решили не упускать свой шанс искупаться в прекрасной голубой водичке и сделать классные фото с утеса. Вход на пляж бесплатный, также бесплатно туалет, раздевалки, душ. На территории есть кафе, можно покушать или выпить прохладных напитков. По пути мы еще раз остановились в Дикой бухте, отдохнуть, покушать фруктов. Вечером мы уже были в городе Кемер, заселились в небольшой отель за $23, но вполне приличный, на одну ночь. Прогулялись по набережной, покушали, утром проснулись, выселились и поехали в каньон Гейнюк. Вход стоит 120 лир. Но если вы покупаете сразу катание на лодке или зиплайн, то вход бесплатный. Я взял сразу и катание на лодке, и зиплайн. Получилось 700 лир с человека. Мы прогулялись по каньону, покатались на зиплайне, после на лодочке сделали классные фото и нас застал дождь. Чуть промокли, но не расстроились, на джипе нас отвезли к выходу, но это по желанию, можно и пешком прогуляться 2 километра, но был дождь, поэтому мы поехали. Сели в машину и поехали в Анталию. Погуляли в торговом центре, доехали до аэропорта, отдали машину и полетели в Стамбул на вечернем рейсе. Увидели ночной Стамбул с высоты и к 23:00 были уже дома в Стамбуле. Задавайте в комментариях свои вопросы, если я что-то упустил. Всем спасибо, подписывайтесь на канал.